Всем привет, меня зовут Карина. Меня Наташа. И это наш подкаст «Мы не эксперты, но». Спасибо вам всем огромное за ваше прослушивание, комментарии. Нам это очень важно, и ваша обратная связь, она нас вдохновляет. Нам нравится, что вам нравится. Да, поддерживаю. Сегодня в этом выпуске мы хотим затронуть тему терапии, работы с психологом, поскольку и я, и Наташа или находились в терапии, или находятся сейчас. И эта тема настолько интересная, и я верю, что она может быть многим актуальна. Нам есть чем поделиться. Я думаю, что мы сегодня затронем и мифы про терапию, и как вообще определить, твой это психолог или нет, и самое главное, какие навыки нам дал этот процесс. Но я думаю, давай начнем с того, как мы, наверное, пришли в терапию, про наш опыт. Наверное, я начну. Я сейчас не нахожусь в терапии, но я была там примерно 3 года. 3 года с перерывами, да. И ходила я раз в 2 недели. Это был достаточно комфортный для меня режим для того, чтобы обработать информацию, процессы, которые происходили за счет этого. И знаете, что самое интересное? Пришла я туда с одним запросом, и, кстати, очень долго его оттягивала, потому что, коснемся позже, наверное, страх всегда появляется, когда ты решаешься на то, что ты хочешь посмотреть глубже в себя. Но пришла я туда, как мне кажется, я уже плохо помню, но это был запрос про очень сильную тревожность, нездоровую тревожность в определенной конкретной теме. Конечно, я не буду всем делиться, поскольку это очень личные моменты, но пришла я туда с тревожностью, с одним запросом, и на самом деле в процессе работы я поняла, что мы даже работали не с тревожностью, а мы искали корни, причины и уже работали с теми причинами. И, знаете, вообще мой процесс в терапии, он менялся. Я, наверное, с ним очень сильно росла. То есть начинала я с одних тем, завершала совсем другим. И я хочу просто сказать, что приход в терапию — это одно из лучших решений в моей жизни, которые я вообще сделала. Это изменило мою жизнь, действительно улучшило качество моей жизни. И да, возможно, я пришла бы к каким-то заключениям или выводам и без психолога, но, допустим, в течение 5 лет, нежели 2-3 сессий, да. допустим. Да. Ну, в общем, не хочу углубляться, хочу послушать про тебя, как ты пришла в терапию, что это для тебя значит, и потом мы будем дальше развивать эту тему. Я в терапии уже 2 года. Привет, психолог, если будет смотреть. И, причина, по которой я пошла, то есть у меня не было такого, что вот психология. Мне было интересно, наверное, коммуникация и какие-то вот эти темы про чувства и ощущения, но как-то я, наверное, не знаю, не сращивала эти 2 штуки до какого-то момента. На самом деле, какие-то друзья, которые были в терапии, то есть я спрашивала у них про как это проходит, что это тебе дает. Это было очень... Сейчас я понимаю, что это было прям вот начало такой вот пути интереса. Вот. И потом я пошла с запросом про некие... Я просто заметила некие паттерны, которые у меня повторяются уже, давно. И мне просто захотелось как-то разобраться с этим, откуда ноги растут, почему так, почему там не складывается, почему я так себя чувствую. И просто потому, что определенные вещи повторялись. И я словила себя на мысли о том, что, может быть, я что-то делаю не так. То есть надо посмотреть, надо разобраться. Вот, и так вот я туда пошла. И на самом деле достаточно интенсивно работала, и я скажу, что это прям, прям путешествие такое вовнутрь себя, что ли. Потому что ты приходишь с одним, и ты начинаешь вот как-то от одного к другому. Я, наверное, какие-то удивительные вещи для меня были, что насколько все связано внутри нас, и насколько наш опыт и наши боли в каких-то местах, насколько они влияют на нас сейчасшних, то есть насколько вот эти мои реакции, насколько это все отражается вот в этом, в моей жизни. То есть, наверное, я бы сказала, классно разобраться в этом, чтобы просто улучшить качество своей жизни и
наслаждаться ею. То есть, но для меня это тоже, я бы сказала, что я впечатлена тем, как это работает, и я понимаю, что мне это помогает, и я прям вдохновлена теми результатами, которые у меня есть, я это вижу вот в общении с людьми, совсем другой уровень. То есть даже вот мы говорили с тобой, у нас другой какой-то уровень общения, даже может быть, потому что мы вот были в терапии, где-то мы обсуждаем какие-то более глубокие темы и можем говорить на какие-то болезненные темы без проблем. То есть это очень классный такой инструмент, наверное, вот обращения в современном мире. И какой у тебя там еще один вопрос был? Что дало? Нет? Ну, в принципе, как ты туда пришла, как ты туда пришла, именно чем для тебя служит терапия, мне кажется, ты ответила, что это красивый путь к себе, исследование себя. Я рада, что ты это подчеркнула, потому что я часто сталкивалась с таким мнением, что ты что, ходишь к психологу, с собой что-то не так, или к психологу ходят только те, прям, с кем что-то не так, да. И на самом деле это один из мифов, что в психологию идут люди, не знаю, с какими-то расстройствами. Нет, на самом деле психология — это такой красивый путь самоисследования, и мы, люди, наш внутренний мир, он такой огромный, и да, не стоит отрицать, что у каждого были разные опыты в жизни, которые на нас как-то повлияли, мы даже можем не догадываться, как, и терапия — это отличный инструмент разбираться в себе, исследовать себя, узнавать себя настоящего. Ну и вообще, наверное, психология — это такой, как бы вводный такой уровень, я бы сказала, да, то есть если потом есть там психоаналитика, есть психотерапевты, то есть это уже более какие-то углубленные такие методики, вот, то психология — это, для меня это, знаешь, такой вот как вводный такой уровень, узнать себя, понять, а откуда вот эти ощущения. Но, кстати, хочу вот заметить, я знаю, что нам это нравится, и мы прямо мега excited, как это, вдохновлены этим всем ощущением и пониманием, что у нас было до и после, то есть совсем другие ощущения, вот. Но я хочу сказать, что может быть, психология, опять же, не для всех. То есть, опять же, к этому надо быть как-то открытым, готовым. То есть, если нет запроса, если вы живете и вам хорошо, то как бы это вам не надо. Но если есть запрос, есть какие-то болевые точки, которые вы бы хотели поисследовать, то психология — это классный вот вводный такой вот уровень, где можно зайти, пообсуждать в очень безопасной среде с человеком, который в острые моменты и переживания просто поддержит. То есть здесь даже, вот я хотела сказать про то, что люди говорят, что это для кого-то, у кого что-то не в порядке, или там вообще говорят, а что ты псих, к психологу ходить? То есть, это вообще не об этом. То есть переживания могут быть любые на самом деле, и просто классно иметь человека, с которым можно поделиться и не быть осужденным. С образованием. То есть не быть осужденным и быть поддержанным. Как бы я бы сказала, что не у всех людей, наверное, есть такие люди даже, то есть с кем можно так поговорить откровенно и без осуждения. И, кстати, важно, мне кажется, есть такие темы, которые, в принципе, лучше и обсуждать только с психологом, поскольку туда мы можем нести все, а очень часто, наверное, неправильно, выгружать все, допустим, на близких людей. И близкие люди все-таки они не специализируются в психологии, а психика наша — это очень сложный механизм, и поэтому психологи, они знают инструменты, они знают, как с этим работать, и они могут действительно правильно помочь. Вот. А давай я тебя спрошу, как ты искала, как ты нашла своего психолога, и как понять, что этот психолог тебе подходит? Да, кстати, я начала заниматься с психологом еще в доковидные времена, когда эти сессии были сессии офлайн, вот, поскольку я знаю, что сейчас очень, распространена терапия онлайн, вот, я начинала еще ходить офлайн. Как я ее нашла, честно скажу, не помню. Мне кажется, я гуглила, в Лондоне искала психотерапевта, и
я искала именно русскоговорящего, потому что я поняла, что для того, чтобы понять какие-то вещи про меня, человек должен быть хотя бы с этой культуры для того, чтобы разбираться, из какого мы пространства, да, то есть из постсоветского. Уже понимать вот да, это вот нашу построение. культуру, наши травмы, да, связанные там с Кстати, СССР, да, я об этом не воспитанием и думала. так далее. Я даже обсуждала это с моим психологом, потому что мы затрагивали какие-то темы иммиграции. И действительно, я уверена, что ни один англоговорящий психолог не понял бы меня. И все эти травмы, допустим, которые я несла как результат, допустим, постсоветского какого-то воспитания или просто жизни в постсоветской стране. Да, согласна. Вот, а они это, они это понимают, они сами в этом жили, и это на самом деле очень яркие у нас переживания, травмы, как у общества вообще в целом, да, связанные с тем временем. Вот, поэтому я ее искала в Лондоне, русскоговорящую, и мне кажется, мне очень повезло. Я нашла ее, то есть ее веб-сайт, и написала. Причем, знаешь, я как будто боялась уже действительно пойти туда, в терапию, и немножко так медлила с этим всем процессом. Вот. Но в итоге я просто очень счастливый человек, что на моем пути мне встретилась именно моя психологиня. Да, обожаю называть их так. Вот. Мы сразу с ней сработались, и, знаешь, у нас был сначала такой скрининг, звонок на полчаса, я заполняла анкету про себя, потом мы разговаривали по телефону, чтобы примерно понять, какой у меня запрос, да, это важно. После этого мы назначили первую встречу офлайн, и вот я пришла, и потом закрутилась, завертелась. Но я с первого раза почувствовала, что мне комфортно с этим человеком, как бы на даже физическом уровне, да, коммуницировать. И, естественно, поскольку это огромнейший профессионал, она понимала, как меня вести, с чего начинать, да, с каких-то маленьких шагов, маленьких рассказов о себе, и вот так вот мы с ней проработали почти 3 года с перерывами какими-то длительными, потому что она уходила в декрет, и я брала перерывы, и я очень благодарна, потому что мы еще совпали, мне кажется, на человеческом уровне. Она еще у меня была достаточно такой эмпатичный человек, потому что, знаешь, есть всякие разные мемчики в интернете, что ты лежишь на диване и просто жалуешься психологу о жизни, а он такой сидит, как бы просто слушает, записывает и особо как бы не реагирует на тебя. Вот моя Александра, она прям очень эмпатичный человек, и даже когда мы вот заканчивали терапию, это было так трогательно. Да, я чувствовала прям искреннее сопереживание к себе, и она со мной вместе тоже, я думаю, очень много таких профессиональных кейсов прошла. Потому что, единственное, что я могу упомянуть, это то, что я приходила в терапию, там, да, вот с тревожностью, и много разных было тем, но заканчивали мы как бы, да, тема горевания, когда мама у меня ушла, и это была просто первая скорая помощь для меня психологическая. Да, это важно. Я расскажу, наверное, про себя тоже. Я нашла психолога на самом деле как бы онлайн, то есть я занимаюсь онлайн по звонкам, и нашла на сервисе, то есть психологов как бы по датабазе, там я вбила просто те темы, над которыми я бы хотела работать. И на самом деле там было очень много как бы психологов, но по тем запросам, которым мне хотелось, и в тот период, то есть мне хотелось прям сразу, то есть я как будто решила, и я так уже настроилась, что вот на этой неделе. И только на этой неделе было место у одного психолога, у моей психологини. Вот, и на самом деле мне тоже повезло. Вот я слышала, что истории такие, что люди долго ищут вот правильного человека, который им подходит, который их поддерживает и помогает. Вот как-то произошел какой-то, не знаю, клик, еще что-то. Единственное, я скажу, что вот у меня было такое переживание на тему голоса. То есть мне почему-то очень важно, да, чтобы вот когда я воспринимаю информацию, чтобы голос был, мне приятный, так скажем, грубо говоря. То есть
Все, конечно, хорошо, я довольна, но я вот просто заметила, что как бы каждый по-своему оценивает какие-то критерии. То есть тут, наверное, что я хочу отметить, что нету какого-то определенного списка, по которому можно судить, там, вот, подходит мне этот человек или нет. Да. То есть это очень индивидуально. Вот. Но еще мне очень понравились те моменты, когда в нашем первом звонке, то есть это был тоже такой знакомительный звонок, он был, по-моему, так же, как обычная сессия, как бы, сколько там, 50 минут. Да. Вот, и она просто как-то подмечала какие-то моменты и даже говорила, что вот как-то там, вот ты задергалась, ты там что-то говоришь, ты задергалась, а что вот здесь вот за эмоция? То есть она как-то вот откликалась не только на мои слова, но еще на мой язык тела, а как я там морщусь, а как у меня голос поменялся. То есть вот такие вот штуки. И меня это очень зацепило. То есть, как бы, знаешь, что вот как бы ощущение, что человек тебя, вот как ты говоришь, эмпатичный, да, но чувствует тебя на нескольких уровнях. И мне это прям очень симпатизировало, и я до сих пор занимаюсь, как бы, и мне это очень нравится. Да, супер. Очень рада вообще, что мы живем в такое время, когда терапия становится чем-то нормальным, приемлемым, и я считаю, нам в этом очень-очень повезло. Да. Вот. И, наверное, тоже хотелось бы, знаешь, вернуться к тому моменту, где ты сказала, что поскольку мы обе в терапии, у нас, да, даже общение другое, и это, наверное, связано действительно с теми навыками, которые мы смогли как бы развить в себе за счет терапии. Потому что терапия — это не только когда ты решаешь какие-то свои проблемы, да, и не только просто путь исследования себя. Для меня, вот я могу сейчас сказать, что я научилась более здоровому диалогу с собой. То есть я начинаю замечать, когда у меня проскакивают какие-то токсичные мысли в голове про себя, негативные убеждения, да, я уже могу их различать. Да. Различать и question, как бы поддавать их сомнению, да? Вот мне очень нравится, что я именно научилась этому как бы здоровому диалогу с собой благодаря терапии. Я даже иногда вот как бы, когда разговариваю с собой и прям думаю, вот Александра бы сказала, да. Вот это мне очень нравится, и именно поскольку, мне кажется, я этому диалогу научилась с собой, там ты, допустим, и другие люди учатся этому диалогу с собой, и в результате этого действительно общение с другими людьми, оно выходит на какой-то другой уровень, что я в себе еще очень четко отметила. Если раньше я какие-то вещи, допустим, могла принимать на собственный личный счет, сейчас как бы я понимаю, что что бы человек ни говорил, это про него и его эмоции, да, когда я отвечаю за свои эмоции, я тоже стараюсь это очень разделить и как бы объяснить, что я говорю сейчас про себя, про мой внутренний мир, то есть больше как бы и уверенности даже в себе стало, да, и потому что мы познаем себя и учимся с другими людьми коммуницировать на совсем другом уровне. Вот я хотела сказать, что, наверное, то, что я научилась, я как бы на самом деле понимаю, насколько коммуникация мне важна вообще в любых отношениях, то есть неважно, личных или там дружеских, или на работе. И на самом деле самый классный, наверное, такой навык, который у меня появляется, опять же, он не идеален, но именно коммуникация своих переживаний и эмоций. То есть если где-то я чувствую себя, не знаю, грустно, уязвимо, как-то, может быть, злость где-то, ну, то есть проскакивают какие-то эмоции, то есть я научилась их как бы различать и понимать, откуда это идет. И, то есть, это моя эмоция потому, что кто-то мне что-то сказал и пытался меня уколоть, или все-таки это моя эмоция, как бы, вот эта рефлексия, интерпретация, да? Интерпретация, что вот это мои какие-то ощущения, и это, ну, не мир пытается меня там как-то уколоть, то есть все окей. И, то есть, вот какой-то момент именно коммуницировать какие-то вещи, то есть тому же миру вокруг, вот я там переживаю за это, мне там некомфортно здесь, то есть и как бы я себе, не знаю, разрешаю, опять же, отстаивать свои границы и как бы коммуницировать вот эти вот границы, наверное, этому миру, то есть вот коммуникация для меня очень большой момент в любых отношениях. И я просто, ну как мне реально я поняла, что есть разница о том, каким методом коммуницировать. То есть сейчас моя коммуникация намного более эффективна. Вот. И еще, конечно, вот я уже затронула тему границ, то есть реально личные границы тоже появились, которые я понимаю, где они,
примерно тоже до сих пор идет, конечно, этот процесс, но сейчас я тоже понимаю, где, что я могу сказать, где-то нет, где мне нравится, где мне не нравится, что я делаю, что мне нравится, что мне не нравится, а почему я там иду туда-то, почему я делаю так-то. Вот. И третье, последнее скажу, Да, что говори. именно я научилась, наверное, позволять себе просто вот типа быть, мы говорили об этом в одном из выпусков, просто быть и иногда отдыхать и не гнобить себя вот за это. То есть вот это, чтобы не было вот этого ощущения какой-то вины, что вот я лежу, ноги свесив, и типа вот, а все там работают, а я типа ничего не делаю. Просто у меня такие мысли были, ну, даже когда, ну, у меня выходные или я болею, да, то есть там рабочий день, и все равно, то есть где-то ты там проверяешь Slack или еще что-то, вот эти сообщения рабочие, имейлы, и сейчас я уже понимаю, что, ну, вот когда я не вывожу, неважно, там, знаешь, типа это просто сообщение или это прям реально какой-то рабочий звонок, то есть, ну, нет, значит, нет, то есть и можно расслабиться, лежать и отдыхать, заботиться о себе, вот так. Да. Мне кажется, вообще психология — это про принятие себя. Психолог никогда не будет вас пытаться переубедить или говорить, как вам нужно жить, какими вам нужно быть. И, кстати, огромная часть моего пути в терапии это была как раз-таки... Она заключалась в том, что я очень сильно себя вообще по жизни держала в каких-то вот ежовых рукавицах. У меня был какой-то этот синдром отличницы, перфекционизм, и моя психолог, она настолько это ярко видела, и она всегда передо мной заступалась за меня. Вот, заступалась за меня, понимаешь? И вот один из таких примеров — это то, что мне казалось, что в каких-то моментах я бываю слишком депрессивный, что ли, или я просто воспринимала взгляд на меня со стороны, когда люди говорили, что я очень сильно переживаю по каким-то поводам или слишком принимаю все близко к сердцу, именно как бы в мире что-то происходящее, да. Хотя я понимала, что, ну вот, то мое поведение, которое есть, оно мою жизнь не портит. И вот с этим мы также пришли как бы с моим психологом к принятию себя, что, допустим, на самом деле я меланхолик. И как это было круто принять то, что я меланхолик, и это не хорошо и не плохо, просто я меланхолик, и в этом красота меня, что я тонко чувствую какие-то моменты, не знаю, вот это качество меня, оно привело меня к тому, что я какие-то стихи писала, да, то есть вот психология — это про огромное принятие себя, это как раз-таки про то, чтобы не подстраиваться, вот я хотела сказать, ко мнению других людей в эти рамки общества. Да, то мне кажется, здесь про то, что когда ты изучаешь себя, ты как бы вот наполняешься собой, ты изучаешь себя, и ты встаешь в более уверенную позицию перед этим миром. А просто если ты себя плохо знаешь или не знаешь, где там, какие ответы ты бы себе дал, в которых ты уверен на 100%, то мы начинаем подстраиваться под одних, под других, и как-то, чтобы существовать в этом мире безопасно для нас, так сказать. Вот, и мне кажется, да, психология как бы про это, про вот изучение своего внутреннего какого-то стержня, да, так показала, стержня, и быть в этом уверенным, и идти с этим по жизни, вот с этим ощущением наполненности и, как сказать, быть в ладах с собой, то есть вот я такой, и главное, там, окей, меня, может, кто-то не принимает, но я себя принимаю, то есть вот я такой. Но мне кажется, это очень классно, это классное ощущение, ну, по крайней мере, по мне, то есть, опять же, я тоже в чем-то где-то нахожу какие-то интересные вещи на тему идентификации, как я себя вижу, как я себя ощущаю в этом мире, как я ощущала, где какие были болезненные точки тоже. Ну, такая, да, то есть, вот я бы сказала, да, что это вот про изучение себя. Да. Мне кажется, чему меня еще терапия научила, это к самосостраданию, быть добрее к себе, сопереживать себе, сопереживать и жалеть себя, но жалеть себя не в том плане позволять себе, не знаю,
там ничего не делать, и просто, знаешь, когда как бы чувство этой жертвенности, жалеть себя нет, а именно относиться к себе С с пониманием. пониманием, более по-доброму, действительно посмотреть на свой опыт и не обесценивать его, а посмотреть, сколько сложных было моментов, и похвалить себя за то, что ты с этим справился, ты через это Да-да-да. прошел, похвалить себя и за достижения, и просто вот, да, Ну, за свой просто бывает, путь. вот когда, знаешь, общаешься, просто у меня почему-то пример в Да. голове всплыл, что вот общаешься когда с человеком, и он, например, как-то тебе резко ответил или еще что-то, и ты начинаешь думать, ну, может, у него день такой, ну, вот он себя так повел, Да. может, у него что-то случилось, вот я чего-то не Кстати, знаю. да. А когда мы про себя думаем, мы такие, нет, ты была не права, и начинаем себя, типа, гнобить. То есть вот как бы вот почему бы не отнестись к себе тоже так, может, у меня день был плохой, может, у меня настроение плохое, вот у меня там, не знаю, вот это случилось. То есть как бы вот я имею в виду с принятием относиться к себе и как бы выключить этого, наверное, внутреннего самокритика. И вот, как говорят, этот голос какого-то важного там взрослого, или как его называют, то есть этот голос внутри, который постоянно говорит, что ты недостаточно делаешь, недостаточно хорошо, вот давай еще, да ты там вот так, такая. То есть вот это вот принятие себя и не самопомощь, а поддержка. Да. Просто быть поддерживающим человеком внутри себя. То есть, и мне кажется, кабинет психолога, вот классное вот это вот изучение себя, то есть где ты можешь быть открытым, Да. где ты можешь быть уверенным в том, что даже если ты будешь в какой-то уязвительной такой позиции, то там тебя никто не обидит. То есть Да, там кстати. человек, который заинтересован в том, чтобы тебе было хорошо с самим собой и в какой-то определенной ситуации. То есть мне кажется, это, наверное, такое, то есть когда тоже с друзьями разговаривала на тему психологии, и есть такая как картинка в голове, да, что там надо плакать, там Да. надо там быть мега разговорчивым, открытым. Нет. То есть вот опять же, наверное, может быть, про мифы немного, что вот как бы это не обязательно. Там Да. как бы опять же это все процесс, это по чуть-чуть ты раскрываешься, по чуть-чуть ты вспоминаешь какие-то вещи. Опять же, мы там, да, можем не все помнить, там что-то по чуть-чуть к нам приходит. То есть, что я хотела сказать? Ну, я могу это дополнить, просто что, да, действительно, идти в терапию — это не значит, что с вами что-то не так, и вам нужно прям выливать, знаешь, океан горя. Нет. Да. Я вообще сейчас вспомнила, как я раньше на это смотрела, когда начинала этим заниматься, и понимала, что вау, вообще, насколько это круто работает. То есть смотри, мы же заботимся о себе, мы чистим зубы, ходим, допустим, в спортивный зал, да, почему у нас нет рутины чистить наш мозг, нашу психику, понимаешь, просто поддерживать ее в хорошем состоянии. Да. Потому что у меня были периоды, когда мне казалось, что да как-то нечего больше обсуждать. Не знаю, вот сессия сегодня вечером, а что же я там подниму? И на самом деле мы даже не догадываемся о том, какой в нас океан эмоций и чувств. И как раз-таки ты сказала вот это пространство, да. Я когда приходила на сессии, при этом думая, что мне не о чем говорить, это были самые продуктивные, кайфовые сессии, где я ловила столько инсайтов, столько вообще новых вещей про себя узнавала, понимала. Потому что когда мы даем себе это пространство, просто тогда, в чувствовать, принципе, просто быть. да, и тогда в этом пространстве мы можем действительно, как бы, знаешь, вылить из себя то, что мы подавляем. Потому что, смотри, вот как бы, да, мы же создаем пространство для того, чтобы там спортом позаниматься или просто отдохнуть. А почему мы не создаем пространство для того, чтобы просто даже помочь себе разобраться с какими-то эмоциями, переживаниями, да, сделать анализ. А что же у меня там? Я вот хотела сказать, держала крестик, то, что ты тоже сказала, я вот подумала, что тоже может быть такое опасение у людей, что им нужно найти какую-то проблему в себе, не знаю, или какую-то вот принести тему большую психологу. И вот как ты сказала, что реально самые продуктивные сессии могут быть те, где ты даже не знаешь, о чем говорить. А ты садишься, психолог тебя спрашивает, ну, как ты себя чувствуешь, или как дела? И у тебя просто все пошло. То есть реально просто может быть запрос просто поизучать какую-то эмоцию. Там, почему я там себя чувствую так, почему вот так происходит, или там я чувствую, что, не знаю, что-то.
Просто поразбираться в какой-то теме. Но опять же, если это есть запрос. Да, да. Вот, но опять-таки, видишь, часто люди говорят, зачем мне идти к психологу, у меня нет проблем. Но, как ты говорила ранее, в любом случае есть какие-то паттерны, возможно, и просто если вам хочется разобраться в этих паттернах, то если у вас есть страх и опасения, не бойтесь, нужно пойти попробовать, вот. Да. Да. Я думаю, что это, да, это метод такой, не то чтобы пробы и ошибок, но в плане вот изучения, поиска, прислушиваться к себе, вот как я себя ощущаю, и не бояться как бы отказываться, наверное, от тех психологов, которые для вас не работают, Да, потому кстати. что, по идее, вы платите за этот сервис деньги, то есть как бы это все равно как бы услуга получается, то есть человек делится своими знаниями и пытается быть, не знаю, скажем, проводником в этот эмоциональный мир, вот, то есть если не подходит чем-то, то да. Да, кстати, нужно действительно аккуратно выбирать психолога, чтобы вам никто не навредил, потому что действительно бывает, ну, не то чтобы много шарлатанов, но, скорее всего, в интернете, я бы сказала, много разных психологов, таких псевдопсихологов, и люди слушают их, думают, что вот так вот правильно, и так работает психотерапия, психология, и затем они, знаешь, попадают к неправильному человеку. И поэтому, наверное, хотелось бы сказать, что действительно, когда ищете вашего психолога, смотрите на его образование, также... Как бы из личного опыта могу сказать, что каждый психолог находится в супервизии у своего психолога, то есть они обязаны также ходить к психологу, чтобы они понимали, как быть и на стороне клиента. И вообще в целом они же, как знаешь, такие проводнички через себя столько всего пропускают, поэтому да, губки, им тоже нужно как бы знать, как с этим всем работать, как с этим быть. И еще вот очень такой важный совет: ни один психолог не будет вас не осуждать, не давать оценку вашим действиям, никогда не будет говорить вам, как жить и давать советы. Как бы цель работы с психологом — это чтобы вы сами пришли к своим ответам, вот, решениям. Поэтому, да, мне кажется, вот на это тоже очень важно смотреть. И если вам некомфортно, если вы видите, что психолог переступает какие-то ваши границы, задевает вас, то точно не нужно бояться, можно приостанавливать. Ну, если, да, то есть прислушиваться опять же к себе, если вам дискомфортно и у вас, да, возникают какие-то сомнения, то менять психолога, идти искать другого. Вот. Вот, а расскажи, ты вообще спокойно, свободно можешь разговаривать с другими людьми про терапию, вообще рассказывать про то, что ты в терапии? Я просто знаю, что у многих людей действительно есть еще такое не то чтобы чувство стыда, но как будто стеснение, что ты находишься в терапии. Наверное, это связано с тем мифом, что если ты в терапии, то с тобой что-то не так, или ты спокойно об этом говоришь. Интересно, я, прямо не знаю, я прям горжусь этим. Я думаю, все, кто с кем я общаются, все знают, что я в терапии, и я говорю, что это просто, офигенная штука. Да, многие друзья не дадут соврать, 100% знают. И я даже делюсь какими-то инсайтами, то, что вот у меня было прям такими вот моментами, да, я прямо, вот прикинь, вот так вот. Но для меня это прямо вот... Я не знаю, может быть, я как-то по-другому это делаю, но для меня была сама тема интересной. То есть вообще в начале я приходила с кучей вопросов. То есть я смотрела какие-то видосы, я там делала какой-то свой ресерч, я изучала какие-то книги, там что-то читала. И как бы когда у меня там что-то появлялось, вопрос там, а вот это хорошая методика, а что вот это значит? А как вот с этим работать? А вот у меня вот это со мной резонирует, а вот что вот здесь? И то есть... Я как будто, не то чтобы готовилась, конечно, к этим сессиям, но мне была настолько интересна эта тема, что у меня как бы сессия не заканчивалась в эти 50 минут. Я уходила и дальше там начинала думать и вот что-то там вариться вот в этом во всем, в этих эмоциях. Вот, не знаю, насколько это как бы хорошо-плохо, но не знаю, для меня сессия не заканчивалась на сессии, то есть я вот дальше пыталась понять, внедряться в какие-то вещи и как это все работает. Кстати, это важный момент. Моя психолог всегда мне говорила, что да, сессия на сессии не заканчивается, это по сути только
то начало, где ты начал смотреть туда, копать, и ты потом с собой это уносишь, Да. и думаешь, рефлексируешь, то есть наоборот зарождает в тебе какие-то процессы. Да. Кстати, да, интересная тоже тема в том, что я хотела бы, наверное, отметить, что терапия — это дискомфортно. О, да. Потому что на этих сессиях мы поворачиваемся лицом к тому, что на самом деле хотели бы забыть, отвернуться и вот проощущать какие-то опять эти эмоции, боли. И просто уже с психологом за ручку как-то уже пережить и понять, откуда, вот как ты говорила, как вот у тебя какие-то переживания, то есть найти эту причину и уже поработать с этим. То есть поэтому, когда люди идут в психологию, часто это как бы трансформация. Некомфортно. Это некомфортно, это не очень приятно. Да. И поэтому есть вот этот, как это называется, как resistance, как это противостояние какое-то. Ну, ты сопротивляешься. Сопротивление, да. Вот когда человек хочет пойти на психологию, например, на психологию, говорят, что твое как это бессознательное, да, тебя типа уводит, начинают ключи теряться, пробки, да, находишь там, отмазочки всякие, да. В принципе, у меня тоже так было в начале, не то чтобы я прям сопротивлялась, но я оттягивала момент, я находила причину, чтобы немножко оттянуть момент, потому что действительно, знаешь, страшно посмотреть туда, да. В лицо этим И это очень некомфортно, действительно. Это не всегда классные позитивные инсайты. Чаще всего это слезы, сопли. Да. Вот, ну, не чаще всего, но очень часто, да, у меня так было. И на самом деле это было круто. Это очень освобождало меня от той тяжести, которую я внесла с собой по жизни. И опять-таки, я просто фанат моего психолога тоже. Моя любимая Александра, она всегда хвалила меня. Карина, вы огромная молодец. Я не знаю, все ли так психологи делают, может, у них такая методика, но она меня всегда хвалила, вы огромная молодец, потому что вы приходите сюда, вы приносите очень тяжелые темы, смело в них входите, разбираетесь через весь этот дискомфорт. Это действительно так, да. Но, опять-таки, знаешь, многие могут подумать, а зачем тогда идти в психологию, если это дискомфортно, если нужно копаться в этом всем? Ну, вот мой ответ короткий, потому что если вы с этим не разберетесь, к сожалению, это потом аукнется вообще в другой форме, и да, вот в этих странных паттернах, поведениях и эмоциях. Я описываю это как реально просто улучшение качества жизни. Да, то есть вот мы там, не знаю, живем в одной квартире, приезжаем в более лучшую, там едим такую-то еду, и когда у нас, например, появляются ресурсы, мы идем в более, там, не знаю, лучшие рестораны, какие-то более лучшие, более качественные какие-то вещи хотим или покупаем, или позволяем. Ну, как бы это как будто бы похожая штука, то есть это как бы изучение себя и повышение качества жизни. Да. И ты, не знаю, мне кажется, реально появляются вот эти вот понимания, какие-то грани, где ты просто не позволяешь другим людям пересекать их, ты не начинаешь понимать и ценить себя, свое время, своих близких, и на самом деле, да, понимаешь, просто... что для себя важно. Да, совсем другое качество жизни. Другое качество жизни, да. И по себе могу еще сказать, что даже вот сквозь этот весь дискомфорт, допустим, да, какие-то болезненные переживания, я все равно всегда выходила с таким чувством какого-то освобождения, легкости, понимаю, что я освобождаюсь вот от ненужного, от того, что, возможно, да, тянуло меня вниз, эти ненужные переживания. Да. Ну, вот еще одну мысль скажу просто о том, что опять же, миф о том, что если какие-то есть переживания, а-ля нужно их проработать и забыть, или такое вот, что как будто бы надо забывать что-то. На самом деле это не так, то есть это просто вот как, опять же, из каких-то психологических видосов кто-то описал это в таком формате, что представьте, что у вас этот груз висит на шее, вот эти все эмоции, все, и то есть вас как бы тянет к земле, вы там, нагибаетесь, и все вот это, вот, и вы просто, когда работаете над этим, вы этот груз делите и раскладываете по карманам, кстати, да. То есть с ним вы просто его перерабатываете,
разделяете и расфасовываете так, чтобы вам было удобно идти в этой жизни. То есть вы не забываете, вы не выкидываете, вы не стираете это с себя. То есть все равно наш опыт, наши травмы, наши переживания, они нас формируют как личность. То есть это про проработку и просто про более комфортное обращение, наверное, с этими эмоциями и самим собой. Да. Я все сказала. Здорово. Ну что, будем подытоживать? Давай. Да, еще раз скажу, что терапия для меня — это лучшее, что со мной случилось в жизни, одно из. Очень благодарна своему психологу, и я тоже горжусь тем, что я была в терапии, и это нереальный процесс, который сделал меня лучше, который помог мне справиться со многими моментами в жизни, и самое главное, он научил меня действительно коммуницировать по-другому с людьми, улучшил качество жизни. Вот. Но не хочу, наверное, повторяться, мы это все уже обсудили, и мифы обсудили, и да, просто это здорово, вот как бы это с моей стороны. Если вы сомневаетесь, но хотите, попробуйте. Да, вот я думаю, может быть, дать какое-то такое, не знаю, напутствие /совет, не совет, но как бы напутствие какое-то, что если есть запрос, если есть какой-то интерес, поизучайте это, может быть, посмотрите что-то онлайн, вот, может быть, после нашего выпуска вы как-то задумаетесь, если давно хотели или думали попробовать, то это не страшно. Там не нужно быть каким-то, там не надо играть никакие роли, вы просто приходите и можете начать себе позволять быть собой и делиться с этим человеком всем, чем вам наболело, чем хочется. Да. Можно я скажу кое-что? Ты сказала, там, допустим, даже поизучать ресурсы какие-то онлайн. Я считаю, это круто, но тоже нужно здесь быть аккуратными, чтобы не навредить себе, потому что очень часто люди начинают как бы прибегать к психологии сами, да, допустим, читать какую-то литературу, смотреть какой-то контент, и на самом деле без правильной интерпретации психолога можно себе навредить. Но я бы сказала, я бы добавила, да, что здесь просто когда я смотрю любой контент, я все ставлю. Ты смотришь через призму, как бы, и ты уже в работе, да. Но я ставлю под сомнение, то есть я поэтому и беру вот эти точки, я такая иду к психологу своему и говорю, а вот это хорошая тема, а что за треугольник Маслоу, а что за вот это вот пирамида Маслоу, вот, ну то есть какие-то вот эти вот штуки, и я все это как-то перепроверяю, просто я когда, как сказать, я, наверное, когда изучаю что-то, даже, например, YouTube какой-то листаю по какой-то теме, или просто вот какие-то мне там видосы выпадают, моя, как сказать, психика же, она реагирует. Количество слова видосы. Видосы. В этом выпуске. Вот когда я их смотрю, то есть как бы психика у тебя выбирает, реагирует на что-то, и я смотрю там, не знаю, например, там какая-нибудь тема любви к себе, и у меня она как бы выпадает, как бы я очень слушаю свое тело, и то есть если у меня резонирует, я смотрю этот ролик. Но вот там опять же эти темы, то есть я не просто их слепо воспринимаю как «О, это истина». Нет, то есть я вот посмотрела, что-то мне откликается, что-то где-то, может быть, нет, и я вот с этим иду уже к психологу, то есть как бы изучаю. Но да, не все ресурсы, конечно, хороши. Опять же, надо понимать, кто вещает, как вещает и зачем. Но если вам интересна тема про изучение себя, то идите, не бойтесь. Да, это будет просто даже катализатор вашего процесса исследования себя, и понадобится намного меньше времени, и с большей вероятностью вы это сделаете более экологично для себя. Да. Вот. Какие напутствия от тебя? Какие-нибудь еще другие напутствия есть? Я уже сказала, да, все. Если вам интересно, изучайте, потому что не знаю, мы на этой земле, сейчас как глубоко скажу, мы на этой земле, чтобы чувствовать эти эмоции, да, и изучать себя, на что мы способны, и кто мы такие, и вот это все космическое, но если у вас есть этот интерес, то почему нет? То есть это тоже одна из сторон, которую можно поизучать, посмотреть, рассмотреть под лупой, понять, почему и как мы реагируем на какие-то вещи. Опять же, если это резонирует. То есть, если нет, и у вас все в порядке, вы радуетесь жизни, у вас классное качество жизни, то вам это не надо. Все хорошо, мы классно, мы так рады, что у вас все круто. Вот, то есть это надо людям, у которых есть какой-то запрос и какие-то вопросики к себе. Да. Ну, на этом и завершим. Вот, спасибо. Классная тема. Терапия — это круто.
Вот. Всем спасибо, что дослушали этот выпуск Да. до конца. Там ставьте лайки. А, кстати, комментируйте, если у вас был какой-то опыт, был ли он удачный, был ли он неудачный, и, может быть, какие есть стереотипы у вас Да. или вопросы тоже к Вопросы, нам. кстати. Вы Да, можете если есть нам вопросы, задать, мы обращайтесь. ответим с нашей точки зрения. И да, пишите комментарии, лайки, поддерживайте нас, нам это очень важно и очень приятно, и нас это вдохновляет. Вот, кстати, терапия научила выражать свои запросы, да, то есть не стесняться, не бояться, просить. Даже просить, да, как бы четко говорить, нам нужна поддержка, спасибо, вот, то есть, да. Слушать по желанию, поддерживать обязательно. Поддержка важна везде, в любой сфере, но нам она очень важна. Вот мы начинаем, мы делаем, все, что мы делаем это вот на нашем интересе, с нашим от души, да. Да, и с огромным желанием принести пользу и какие-то знания. И просто хороший вайб. Да. Спасибо вам за компанию и до новых встреч. Да, до новых встреч. Пока! Пока!